Ну вот, грубо говоря, год назад, или даже чуть побольше, случилась со мной такая неприятность, что я вдруг резко заболела. И заболела достаточно серьезно. То есть поставили такой диагноз — системная красная волчанка. Это аутоиммунное заболевание, это когда твой иммунитет распознает твои здоровые клетки тела как больные. И он просто начинает уничтожать все твои здоровые клетки. Ну, грубо говоря, все твое тело изнутри. Ну, конечно, это было очень сложно, и поверить, в принципе, в это было достаточно тяжело. Тем более, когда ты приходишь к врачам, ты на них смотришь и понимаешь, что они на тебя смотрят, ну, с каким-то сочувствием. И они не могут тебя вылечить, они не могут тебе особо-то помочь, они могут просто поддержать твое состояние, чтобы тебе не было хуже. И они сами не знают, когда тебе будет хуже, когда тебе не будет хуже. То есть они сами в таком напряжении дичайшем, то есть они вроде и хотят, но не могут. И все, на этом жизнь, грубо говоря, заканчивается. И у тебя сразу куча ограничений, вплоть до того, что ты не можешь заниматься любимыми делами, не можешь выходить на улицу, вот как у меня, потому что у меня было ограничение, связанное с солнцем. Если солнце чуть-чуть попадало на кожу, то у меня просто суставы все раздувались. Я не могла пошевелить руками. Вот. И, соответственно, ну все. Ты сидишься дома, в 4 стенах, все вокруг тебя бегают, трясутся над тобой, как над хрустальной вазой. Соответственно, там туда не ходи, сюда не ходи, это не делай, там то не ешь. И таблетки там по расписанию чуть ли не каждый час. Но я хочу сказать, что это еще как бы не самый плохой вариант был развития болезни. То есть у меня это еще достаточно нормально, лайтово. Вот, но тем не менее. И я, в принципе, в тот момент я как-то приучала себя жить теперь по-новому. Приучала, и тут я услышала, что Дмитрий Раевский все-таки умеет лечить. Ну вот, и я решила, что почему нет? Потому что это желание жить, оно настолько жгучее, оно настолько побеждает, что ты начинаешь использовать уже все возможности. Вот, и когда приехала к Дмитрию, то есть он мне просто сказал, что я тебя вылечу. Сказала так, что ты действительно веришь в это, что да, это возможно. Это не то, что вот там, когда врачи там тебе говорят, такие, ну, там, попей там таблеточек, там, полегче станет. Ну, ты знаешь, что тебя посылают, грубо говоря. Вот, они тебя не особо там не дают обещания о том, что ты полностью выздоровеешь. А здесь человек сказал, что я тебя вылечу полностью. Все, у тебя этой болезни не будет. И вот в процессе лечения, то есть это еще сам процесс определенным образом описать, это если это что-то такое очень необычное, и ты чувствуешь эту свою болезнь. То есть ты ее прям реально чувствуешь в теле, где она у тебя находится, что это вообще такое, ты чувствуешь вот это движение, как она начинает в тебе швыряться, и потому что ее уже начинают выгонять, ее берут за глотку. И вот это ощущение, когда эта болезнь сдается, она уже на последнем издыхании, это у нее агония, все. И освобождение такое в теле прям пустота. Вот она занимала все твое тело, вот эта болезнь, а потом, когда она уже уничтожена, все, в теле пустота. И ты возвращаешься в свое тело. Вот, действительно, ты как хозяин своего тела. Это, конечно, нечто такое, что сложно описать словами. Ну и все, я в этот момент я поняла, что, я здорова, все, нет ее, нет этой болезни. Если я раньше боялась, я реально шарахалась там от света, вот. Я просто пошла и начала загорать и прыгать в море, купаться и вести себя спокойно. И я одела наконец-таки сарафан, и то есть, все, я здорова. Меня ничего не раздувает, у меня суставы, у меня пальцы, все нормально, у меня руки двигаются, у меня нет никаких
У меня нет пятен на лице. Это первый признак системной красной волчанки, когда появляются такие пятна на лице волчаночные. И если ты на солнце выходишь, у тебя просто все лицо горит в таких пятнышках. Но их нет. На улице там 30 градусов жары, я целый день на солнце, их нет. Проявлений нет. И все. Я просто чувствую, что здорово. Это классно. Это просто год моей жизни в заперти. И сколько тут? Буквально 3 дня. И я здорова. Это были месяцы в больницах на тяжелых гормонах, которые сносят просто психику. И это вечное напряжение от гормонов. Ну, тело просто устает. Там куча побочных всяких эффектов. Ну, просто лечишь одно, лечишь другое. И тут 3 дня, и ты свободен. Вот, это, конечно, что-то неописуемое. Я знаю, что я здорова. Я уверена в том, что я приеду сейчас домой, что я сдам анализы, и эти анализы покажут, что там нет вот этого волчаночного фактора, там все будет в норме, и все будет по нулям. То есть я знаю это, потому что уже чувствуется чистота в теле. Нет этого инородного в тебе. И это классно. И мне бы очень хотелось, чтобы девчонки, которые с таким же заболеванием, как у меня, я знаю, что таких много, и очень многие умирают. Ну, просто такое заболевание, которым болеют в основном молоденькие девушки. И живут они, часто случается, что они очень быстро сгорают и очень быстро съедает тело это заболевание. Вот. И мне бы очень хотелось, чтобы девчонки тоже приехали и вылечились. Не сдавались, не прогибались под эту болезнь, а побеждали и жили дальше. Тем более это возможно, это так легко. Ничего больше не требуется, просто приехать, просто встретиться с Дмитрием, просто поверить ему. Действительно. Ну, просто не поверить сложно, потому что когда он говорит, ты веришь. Вот и все. Но это столько спасенных жизней. Это классно.